Новые девайсы выходят настолько часто, что, во-первых, приобретенное вчера устройство практически моментально становится старой моделью, а второе, мне кажется, что их даже не успевают скупать. Интересно, куда они старые девайсы девают. А сегодня вновь на обзоре девайс от Realme. В PC Mark он показал 11 часов 15 минут автономности, что достаточно хороший результат относительно того, что показывают флагманы сейчас. Дисплей AMOLED от Samsung с частотой обновления в 120 Гц. Отпечатков пальцев встроен в экран, плюс распознавание лица, разумеется, спасибо андроиду. Точный GPS, за что спасибо Realme, 2 стереодинамика, полный Always On дисплей на борту, тонкий и легкий. Все тесты дальше в ролике, как и всегда, как и примеры работы камеры. Сейчас все расскажу. Tube 908, всем виват, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, канал без мата, обзоры максимально быстрые и емкие. Розыгрышей море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, это 5 Mi Band в 5 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, приходите на стримы, и сегодня я расскажу вам о новом смартфоне Realme Q3 Pro. Полетели. Коробка стандартного желтого цвета. Пришла ужасно помятая, словно ей успели поиграть в футбол, пока везли ее ко мне. Почта России опять жгет. На коробке ничего необычного, минимальное количество спеков и никаких картинок, которые по большому счету лично мне точно не нужны. В комплект входит смарт, блок питания типа US на 30 Вт, кабель USB Type-C для зарядки, заводская пленка. Скажем так, заводская защитная пленка здесь просто хлам. Неплохой чехол, скрепка и инструкция с руководством на китайском языке. Без лютого запаха химии, к сожалению, не обошлось. Ну и черт с ним. Идем дальше. По дизайну телефон-близнец Realme GT Neo Flash, обзор на который вы можете посмотреть на моем канале, я его вчера выгружал. А для удобства оставлю ссылку в правом верхнем углу. Единственное, что в них отличается, это материал тыльной части. Если в GT Neo Flash она выполнена из эко-кожи, то тут она из пластика, очень приятного и приближенного к софт-тач материалу. Рамка выполнена тоже из пластика, но уже глянцевого. Из рук без чехла выскальзывает на ура, не сильно пачкается тыльная часть, чего не скажешь о рамке. Подбородок есть визуально приметен, но не огромный, видели и побольше. На корпусе располагаются кнопки регулировки громкости и кнопка питания. Не люфтят и сильно не выпирают, комфортные в использовании по своему расположению. Далее идут разъем для зарядки Type-C, разъем под мини-джек, 2 стереодинамика, один основной и один разговорный, 2 микрофона, естественно, с шумоподавлением, и разъем под слот под 2 сим-карты Nano. Он не прорезинен, так что заявленной влагозащиты у девайса нет. В целом все смотрится очень даже неплохо. В продаже представлены смартфоны в 3 цветах. Это черный, синий и светло-зеленый, как у меня. В этот раз картинка совпала с реальностью, в отличие от GT Neo Flash по цветам. Габариты небольшие, 158 мм на 73 на 8 мм, а вес составляет 179 граммов. Легкий, тонкий и удобный. В кармане мешаться сильно он не будет. Хотя ультракомпактом, как меня часто правильно поправляют, его не назвать. С лицевой части почти все пространство занимает дисплей на 6,43 дюйма. Samsung AMOLED с частотой обновления 120 Гц и имеющий разрешение 2400 на 1080 пикселей. Full HD+. Частота отклика экрана 360 Гц, будем считать его игровым. DC-диминг по официальным данным не завезли, что, конечно, абсолютно не радует. Шим в пределах нормы, значение вы видите на экране. Максимальная яркость экрана составляет 656 нит, что чуть выше нормы, я бы сказал, более чем достаточно. Для яркого солнца тоже пойдет. Автояркость работает хорошо, без раздражающих перепадов. К смене света адаптируется быстро. Под разными углами тон картинки не бросается ни в холодный, ни в теплый. Полное цветовое пространство DSI-P3, Always On дисплей есть, его можно настраивать под себя по времени. Не 10-секундный, как у Xiaomi-тов. Во всяком случае, бюджетных Xiaomi-тов. Ладно, в топах нормальный у них Always On дисплей. Мультитач на борту на 10 пальцев без проблем откликается. Отпечаток пальца внедрен в экран. Срабатывает достаточно быстро, как и распознавание лица в очках с прозрачным стеклом. Он вас узнает. Также в верхнем левом углу находится камера, которая не сильно мешается. Но если до этого у вас был смартфон без такой особенности, то в глаза будет бросаться постоянно. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 1100, 6-нанометровый техпроцесс с 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,6 ГГц. Интерфейс Realme UI 2.0 на основе Android 11. Как всегда, куча китайских приложений, которые без труда по клику пальца удаляются с девайса. Google Play встает без проблем, оперативной памяти доступно 8 ГБ, а встроенной 128 и 256 ГБ на выбор. И как вы уже поняли, расширить ее с помощью SD-карты возможности здесь нет. И это нормальный такой минус, так как в современных реалиях даже для обычного пользователя 256 ГБ уже мало. Надолго такого объема не хватит, особенно если снимать в 4К. Если нет электронного диска, куда можно скинуть все свои цифровые изображения в виде фото, видео и подобного, вы вспоминаете о том, что этого мало. Далее имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 и 5G сетей GSM, которые нам с вами погоды не делают, так как и пользоваться ими мы не можем, их просто в
России нет. Может, в Москве уже появились, но в остальной части пока все печально. 4G поддерживается, работает супер, вибро средний, его можно настраивать, как всегда, от сильного к слабому. Bluetooth версии 5.1, кодеков тут целый комплект, SBC, AAC, aptX, aptX адаптив и LDAC. NFC модуля нет. Вот такой вот поворот. Google Pay не попользуешься. GPS есть, по моим тестам точность до 1 метра, что хороший показатель. Датчики приближения работают без нареканий, емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-Mark, повторяюсь, выдал 11 часов 15 минут автономности и осталось еще 20%. Это прям очень хорошо. Полный цикл зарядки 45 минут с нуля до сотки от родной зарядки, и это хорошо тоже. В асфальт за 1 час на средней графике при 50% яркости улетело 20% заряда. Экран яркость не понижал. В PUBG на высокой графике выдает от 30 до 40 FPS и температура стабильно 47 градусов. В асфальт при высоких настройках графики температура поднимается до 51 градуса. FPS не выше 60. Также проверял в тяжелой игре Genshin Impact на высокой графике с 60 FPS. По тесту выдает в среднем 55 FPS и нагревается до 57 градусов. Еще чуть-чуть и можно будет яичницу жарить. В тяжелых играх фризы присутствуют, что не особо радует, но это и не удивительно. Стресс-тест прошел не с первого раза, нагревается телефон быстро. В Antutu показал 653 тысячи попугая, в Torrent-тесте показал 63 тысячи. При нагрузках тротлит знатно. Результаты 3D-марка вы видите на экране. Летим дальше. По камерам. Тыльная камера выпирает и без чехла долго не проходишь, иначе ее поцарапаешь. В блоке 3 камеры, ширик на 8 мегапикселей, в 119 градусов, не самый большой, кстати, в сегменте. Основная камера на 64 мегапикселя с фокусным расстоянием в 25 мм и макро на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 4 см. Поддержка записи видео в основной камере 4К 60 FPS, фронталка на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для записи 1080p и, внимание, всего 30 FPS. Как и у всех Realme, режимов не счесть, и всеми пользоваться физически в принципе невозможно. Электронная стабилизация на борту, примеры фото и видеосъемки сейчас вы увидите. Телефон, которого никогда не будет в России, это Realme Q3 Pro. Съемка 4К 60 FPS, Петербург, все, освещение супер. Вечерняя съемка бессмысленна, но может быть я еще и вставлю. Максимум X получается 10. Это, конечно, неплохо, учитывая, что 4К 60 FPS. Насколько стабильная картинка, вы сейчас сможете увидеть. Вот она в движении, если я снимаю с одной руки. Как пишет звук, тоже слышно. По большому счету, телефон меня полностью устраивает. Быстрый, дешевый и хороший. Еще и желтый. Люблю желтый цвет у мобил. Так что решать вам, как вам картинка. Realme Q3 Pro, и что я могу сказать? Максимум 1080p на селфи-камеру. Не скажу, что супер. Роллинг шаттера сейчас я не вижу. Но опять же, обычно он виден уже в записи, когда ты добавляешь видео в рендеринг. Так что, будет он или нет, я обязательно укажу. Как он передает цвета, вы сейчас видите. Снимает по мне он неплохо. Стабилизация тоже ничего. С одной руки норм. Жаль, что этого телефона не будет в Российской Федерации, но если поставить английский язык, Google Play и Google работает, я бы рассмотрел к покупке. Но это так, для людей, у которых прямые руки, и кому не лень 3 минуты левой программы удалять. Из минусов: очень скользкий он в руке без чехла, неказистый подбородок внизу, маркая рамка, собирает все отпечатки опять же без чехла. Неполноценный слот для сим-карт без поддержки карты памяти. В 2021 году не иметь NFC, это, конечно, расстраивает, так как без него с одной стороны никуда, с другой стороны я им практически не пользуюсь. Фризы в играх на высоких настройках графики, особенно в Genshin Impact, но не забываем, что в основном это на всех смартах. Емкость аккумулятора хотелось бы, разумеется, побольше. За такую цену, конечно, можно подобрать более подходящий для вас смартфон, во всяком случае чуть-чуть дешевле. К примеру, вы можете посмотреть топ-10 на канале до $250, который вышел вчера. Ссылку можете найти в правом верхнем углу экрана. Кстати, там, в моем понимании, лидирует Realme Q3. Это младшая версия данного аппарата, не намного она хуже. Цена же этого девайса в районе $300 с бесплатной доставкой. Ссылка, как всегда, в описании к видео. Есть ли промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте на него подписаться, потому что
последнее время AliExpress почему-то не во время распродаж выкидывает очень большое количество очень вкусных промокодов. Увидите сами. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки конкретно на это устройство, и я обязательно туда тогда скину промики. Резюмируя, смарт довольно неплох. Есть свои минусы, как весомые, так и незначительные. По цене он средняк. Да, хороший GPS, неплохая автономность, новенький процессор. Основной камерой однозначно можно пользоваться, но опять же повторяюсь, отсутствие NFC для большинства это огромный фейл. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, напишите в комментариях, какие бы еще девайсы вы хотели увидеть на обзор. На лайв-канале, напоминаю, сегодня выйдет обзор на Xiaomi Mi 11i, потом выйдет на вот этом основном канале. На лайв-канале примеров съемки будет просто море. Скоро будет еще 2 топа на наушники и еще 1 топ на телефоны. Мобил много, постепенно с ними разбираюсь. Девайсу скромное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.